Луна — наш вечный спутник, который кажется таким знакомым, но на самом деле скрывает множество тайн. Мы видим только одну ее сторону, а другая, обратная, остается загадкой. Что там за горизонтом? Горы выше Эвереста. Кратеры, которые могли бы поглотить целые города, и тьма, куда не проникает свет. Телескопы и зонды продолжают открывать удивительные факты. Минералы старше Земли, следы древних магнитных полей и даже лед в вечной тени. Но почему Луна так тщательно скрывает свои секреты? Сегодня мы отправимся туда, где еще не ступала нога человека, чтобы узнать правду о самой загадочной соседке Земли. Советский прорыв. Луна-3. 1959. Холодная война в разгаре, а СССР совершает невозможное. Станция Луна-3 впервые фотографирует обратную сторону. Ученые, увидев снимки, не верят глазам. Вместо гладких равнин — горы, выше Эвереста в 2 раза и кратеры, словно шрамы от космических катастроф. Но почему две стороны Луны так различаются? Видимая покрыта базальтовыми морями, обратная, словно броня, защищающая тайну. Советские исследователи шутили, там даже призракам скучно. Но сейчас мы знаем, тишина обманчива. Под слоем реголита могут скрываться пещеры с льдом, следы древних извержений или даже минералы, которые перепишут историю Солнечной системы. Луна-3 дала первые ответы, но породила еще больше вопросов. И мы только начали читать ее первые страницы. Телескоп Уэбба. Аномалии в тени. В 2020-х телескоп Джеймса Уэбба направил свои зеркала в вечную тьму обратной стороны. То, что он увидел, ошеломило ученых. Среди кратеров и гор обнаружились структуры, которые не вписываются ни в один учебник. Плато из минералов, которых не должно быть на Луне, и следы магнитных полей, в десятки раз мощнее земных. Еще больше вопросов вызвали аномальные зоны с повышенной плотностью грунта. Словно под ними скрываются пустоты или древние лавовые трубки. Но самое странное — следы льда в кратерах, куда никогда не заглядывает солнце. Откуда вода в мире, где температура падает до минус 400 по Фаренгейту? Ученые шепчут, это как найти оазис в пустыне Сахара. Может, лед — наследие комет, бомбардировавших Луну? Или вода рождалась в ее недрах во время извержений? Телескоп Уэбба не дает ответов, но его данные — ключ к двери, за которой скрывается новая глава лунной истории. Образцы грунта для капсулы времени. В 2020-м китайский зонд Чанэ-5 доставил на Землю образцы с обратной стороны Луны. Их анализ перевернул все, что мы знали. Грунт оказался на миллиард лет старше проб с видимой стороны. Ему почти 4,5 миллиарда лет. В нем нашли вулканические породы, богатые кислородом, и минералы, которые формируются только при экстремальных давлениях. Как будто Луна пережила катаклизм, спрессовавший ее кору. Но главная сенсация — следы гелия-3, идеального топлива для термоядерных реакторов. Его концентрация здесь в 10 раз выше, чем на светлой стороне. Почему? Ученые предполагают, обратная сторона, незащищенная Землей, миллиарды лет бомбардировалась солнечным ветром, который и оставил эти запасы. Но как гелия-3 так много, если Луна мертва? Каждый грамм этого грунта — послание из эпохи, когда планеты только рождались. Изучая его, мы не просто читаем прошлое, мы ищем ключи к будущему. Ведь кто владеет гелием-3, тот владеет энергией звезд. Но готово ли человечество к такой ответственности? Ледяные ловушки. В вечной тени полярных кратеров, где температура падает до минус 400 градусов по Фаренгейту, зонды обнаружили лед. Это словно оазис в пустыне, но вместо воды замерзшие молекулы, пережившие миллиарды лет. Как они здесь оказались? Одна из теорий гласит, лед принесли кометы, которые бомбардировали Луну, оставляя свои слезы в холодных ловушках. Другая версия. Вода рождалась прямо на месте, когда солнечный ветер сталкивался с лунными минералами, высвобождая кислород и водород. Но самое интригующее — следы органических соединений рядом со льдом. Или это просто загрязнение от земных зондов? Ответа пока нет, но эти ледяные запасы уже сейчас называют золотом для будущих колоний. Вода — это не только питье, но и источник кислорода и компонент ракетного топлива. Но как добывать лед в кратерах, куда не проникает свет? Возможно, роботы-шахтеры с лазерами станут новыми покорителями лунной тьмы. Если, конечно, она не скрывает чего-то опасного. Магнитные призраки. Луна сегодня не имеет глобального магнитного поля, но в образцах словно их запечатлела сила, сравнимая с земной. Как это возможно? Ответ кроется в далеком прошлом. Миллиарды лет назад, когда Луна была моложе, ее ядро, возможно, бурлило, как у Земли, создавая мощное магнитное поле. Но что заставило его остановиться? Версии разнятся: гигантский астероидный удар, остывание ядра или таинственные процессы в мантии. Еще страннее то, что эти магнитные аномалии сосредоточены именно на обратной стороне.
Может, когда-то Луна как щит подставила ее под космическую бомбардировку, а магнитное поле пыталось защитить поверхность? Или здесь скрыты древние породы, сохранившие память о временах, когда Солнечная система была юной и хаотичной? Они заставляют задуматься, а что если Луна не всегда была мертвой? Возможно, под ее корой до сих пор тлеют угли былой активности, готовые пробудиться. Гравитационные объятия. Почему Луна всегда показывает нам только одну сторону? Ответ кроется в гравитационном танце, длящемся миллиарды лет. Земля, словно гигантский магнит, притянула Луну так, что ее вращение вокруг оси синхронизировалось с орбитальным движением. Но это не просто случайность. Ученые называют это приливным захватом. Сила земной гравитации растянула юную Луну, замедлив ее вращение, пока оно не совпало с орбитальным периодом. Однако здесь скрывается парадокс. Если бы все было так просто, обратная сторона давно стала бы видимой из-за колебаний. Может, это следствие древнего удара, расколовшего ее на две половинки, или в ее недрах до сих пор скрывается асимметричное ядро, работающее как гравитационный якорь? Астрономы спорят, но факт остается, мы прикованы к светлой стороне как узники, а темная половина продолжает хранить секреты. Что, если синхронное вращение не природный феномен, а щит, защищающий нас от чего-то, что лучше не тревожить? Первая высадка — иллюзия контроля. 20 июля 1969. Нил Армстронг делает гигантский скачок для человечества. Мир ликует, но за кадром остается главное. Астронавты исследовали лишь видимую сторону, ту, что всегда обращена к Земле. За горизонтом простирается неизведанная часть Луны. Аполлон-11 привез грунт и оставил зеркала для измерений. Но все это лишь на светлой половине. Почему никто не рискнул заглянуть дальше? Даже сегодня, спустя полвека, обратная сторона остается терра инкогнита. Кратеры, которые могли бы поглотить города, горные хребты, разрывающие пейзаж и тишина. Глухая, всепоглощающая тишина, которую не нарушают даже радиоволны с Земли. Что скрывается там, где не ступала нога человека? Кометы и вулканы. Спор о происхождении лунного льда разделил ученых на два лагеря. Первые уверены, воду принесли кометы. Их следы, изотопы водорода в грунте, совпадают с данными о древних ледяных странниках. Но тогда почему лед есть только в теневых кратерах? Вторые настаивают, вода вырвалась из недр Луны во время вулканических извержений, а затем застряла в холодных ловушках. Подтверждение — стеклянные шарики в грунте, сохранившие следы воды. Но как вулканы могли создать столько льда, если Луна считается геологически мертвой? Третий, самый смелый вариант — вода всегда была здесь, с момента формирования спутника. Тогда Луна не сухая пустыня, а архив, хранящий влагу молодой Солнечной системы. Пока зонды не добудут образцы из глубин кратеров, спор останется открытым. Но одно ясно — лунный лед — это не просто научный курьез, это ключ к пониманию, как вода. Основа жизни распространяется по космосу. И если ее источник — сама Луна, это значит, что даже мертвые миры могут быть хранителями величайших тайн. Пещеры-убежища. Под поверхностью Луны скрывается сеть гигантских туннелей, лавовых трубок, оставшихся после древних извержений. Эти пещеры шириной до 1640 футов могут стать убежищем для будущих колонистов. Здесь нет смертоносной радиации, перепадов температур или метеоритных дождей. Данные зондов указывают на лед в глубине пещер и странные магнитные аномалии. Ученые предполагают, в таких полостях могли сохраниться следы древней вулканической активности или даже органические молекулы, занесенные астероидами. Но есть и риски. Что если пещеры населены не чем-то живым, а смертельно опасными газами или нестабильными породами? НАСА уже планирует миссии с роботами-разведчиками, но пока эти туннели остаются загадкой. Может, они хранят ключ к выживанию человека на Луне? Или, напротив, станут ловушкой для тех, кто рискнет войти во тьму? Загадка базальта. Почему видимая сторона Луны покрыта темными базальтовыми морями, а обратная почти нет? Ответ кроется в ее бурном прошлом. 3-4 миллиарда лет назад астероиды пробили лунную кору, вызвав излияние лавы, но только на видимой стороне. Почему? Ученые винят Землю. Ее гравитация притянула более тонкую кору, сделав видимую сторону уязвимой для ударов. Лава заполнила кратеры, создав гладкие равнины, но обратная сторона с толстой корой осталась шрамом войны с космосом. Есть и другая теория. Радиоактивные элементы, сконцентрированные на видимой стороне, разогрели недра, спровоцировав извержение. Но как элементы распределились так неравномерно? Может, Луна сформировалась из обломков Земли после гигантского столкновения, и ее стороны изначально были разными? Удар, изменивший все. 4,5 миллиарда лет назад протоземля столкнулась с телом размером с Марс. Удар выбросил в космос расплавленные обломки, из которых родилась Луна.
Эта теория объясняет многое. Схожий состав Земли и Луны, ее вытянутую орбиту. Но вопросы остаются. Почему две стороны Луны так различаются? Может, удар был не лобовым, а по касательной, создав асимметрию, или Луна собралась из двух разных тел? Данные зондов показывают, обратная сторона богата анартозитом, минералом, который формируется в магматических океанах. Это подтверждает, что Луна когда-то была покрыта морем раскаленной магмы. Но как она остыла так неравномерно? Ведь если бы не тот удар, нашей планеты, возможно, не существовало бы. Или на ней не было бы условий для жизни. Тайна плотности. Обратная сторона Луны скрывает не только горы, но и загадку плотности. Ее кора толще, чем на видимой стороне, местами до 93 миль против 37, 43 миль. Почему? Ученые предполагают, после гигантского столкновения, породившего Луну, легкие минералы всплыли на поверхность, а тяжелые опустились вниз. Но почему это распределение нарушилось? Может, приливные силы Земли стянули кору на видимую сторону, оставив обратную под защитой толстого панциря? Или здесь скрыты древние магматические резервуары, которые так и не излились наружу? Плотность делает обратную сторону сложной для исследований. Буры зондов не могут пробить толстый слой реголита, но именно под ним могут прятаться ответы. Что если толстая кора — щит, скрывающий подземные озера, расплавленной магмы или даже следы древней тектоники? Чем глубже мы копаем, тем больше вопросов. Китайский зонд Чанэ-4. В 2019-м Китай совершил прорыв. Зонд Чанэ-4 сел на обратную сторону Луны. Грунт в кратере Карман содержал минералы, которых не находили на видимой стороне — боливин и пироксен, типичные для мантии. Как они оказались на поверхности? Вероятно, древний удар астероида выбил их из глубин. Но это еще не все. Аппарат зафиксировал железистые породы с необычными радиосигналами. Ученые гадают, это следы метеоритной бомбардировки или остатки лавы, обогащенные металлами. Чанэ-4 также зафиксировал аномальную температуру. Ночью она падала до минус 310 градусов по Фаренгейту, что сильно холоднее, чем на видимой стороне. Почему? Ответа нет, но ясно одно. Обратная сторона Луны — это не близнец видимый, а отдельный мир со своей геологией. И каждый новый зонд приносит больше загадок, чем ответов. На радио тишина. Обратная сторона Луны — идеальное место для радиотелескопов. Здесь нет помех от Земли, ни сотовых вышек, ни спутников, ни даже атмосферы. Но когда ученые направили антенны в космос, они услышали тишину. Не абсолютную, там фоновый шум Вселенной, но никаких сигналов, которые ждали. Куда пропали радиоволны далеких галактик? Оказалось, лунная пыль, заряженная солнечным ветром, создает помехи. Но есть и странности. В 2022-м радиотелескоп на орбите Луны зафиксировал низкочастотные импульсы, похожие на сердцебиение пульсаров. Их источник неизвестен. Может, это отголоски древних сверхновых или сигналы от объектов, которые мы еще не открыли. Астрономы надеются, что обратная сторона станет окном в темные века Вселенной, к эпоху до рождения первых звезд. Но пока тишина здесь пугает. Или наоборот, ключ к разгадке ее величайших тайн. Ответ в радиоволнах, которые еще предстоит поймать. Гелий-3. Топливо будущего. Лунный грунт хранит сокровища, способные изменить энергетику Земли. Гелий-3. На Луне запасы гелия-3 оцениваются в миллионы тонн. Почему он так ценен? Гелий-3 — идеальное топливо для термоядерных реакторов. При реакции с дейтерием он не оставляет радиоактивных отходов. Но как он попал на Луну? Ученые считают, что его принес солнечный ветер, бомбардировавший поверхность миллиарды лет. Однако добыча — задача не для слабонервных. Экстремальные условия делают добычу сложной. Даже роботы-шахтеры могут не выдержать, странам, которые добудут его первыми, или всему человечеству. Пока политики спорят, Китай и США уже разрабатывают технологии добычи. Может, через 50 лет Луна станет новым Ближним Востоком, а ее темная сторона — полем битвы за энергию звезд? Или мы найдем способ делиться без войн? Колонизация, мечта или кошмар? НАСА планирует построить лунные базы к 2030-му. Но жизнь на Луне не курорт. Днем температура плюс 260 по Фаренгейту, ночью минус 280. Радиация в 200 раз сильнее земной. Метеориты размером с горошину пробивают скафандры. И все же ученые верят, колонии возможны. Пещеры, лавовые трубки станут убежищами, лед — источником воды, а солнечные панели на вечных холмах — энергией. Но что, если под поверхностью скрываются опасные газы или неизвестные вирусы, замороженные во льду? А как психика людей выдержит жизнь под куполом, где небо всегда черное, а земля висит, как далекий голубой шар? И главное, зачем это нужно? Ответ не только наука. Луна может стать трамплином к Марсу, заводом для добычи ресурсов или даже туристическим курортом. Но готовы ли мы заплатить цену?
Или колонизация превратится в кошмар, как в топ-фильмах про марсианские катастрофы. Следы инопланетян. Уфологи десятилетиями твердят: обратная сторона Луны — база пришельцев. Якобы там нашли руины, НЛО и даже тени существ. Ученые смеются. Это игры света и тени. Но что, если доля правды есть? В 70-х годах прошлого века Аполлон-16 сфотографировал объект, похожий на башню высотой 5 миль. Позже НАСА списала это на дефект пленки, а в 2023-м китайский луноход передал снимки камней, выстроенных в линию, словно артефакты. Разумная структура, скорее всего, результат эрозии. Но почему такие аномалии встречаются только на обратной стороне? Или мы просто не хотим видеть очевидного? Пока доказательств нет, но сама Луна словно подбрасывает нам загадки. Может, она гигантский архив, оставленный древней цивилизацией? Или зеркало, отражающее наши страхи? Пока ответа нет. Но если однажды мы найдем хоть один артефакт, это перевернет все. Даже скептики признают, космос слишком велик, чтобы быть пустым. Лунные землетрясения. Луна кажется мертвой, но ее недра до сих пор шевелятся. Сейсмометры Аполлонов зафиксировали тысячи толчков за десятилетия. Некоторые слабые, как шаги муравья, другие — силой до 5 баллов. Откуда они? Часть вызвана приливными силами Земли, часть — падением метеоритов. Но есть и загадка. Глубокие лунотрясения, чей источник лежит на глубине от 435 до 621 мили. Ни вулканов, ни тектоники. Что тогда их вызывает? Ученые предполагают охлаждение ядра или давление газов, скопившихся под корой. Но почему толчки чаще случаются на обратной стороне? Может, там до сих пор активны древние магматические камеры? Или Луна, как старый дом, скрипит, остывая? Самый жуткий сценарий, что если землетрясение — сигналы чего-то большего. Например, медленного распада ядра или даже движения неизвестных структур под поверхностью. Каждый толчок — напоминание: Луна не просто каменный шар, она живая, в каком-то странном инопланетном смысле. И кто знает, что проснется, если мы начнем копать глубже. Мы стоим на пороге новой лунной эры. Роботы копают грунт, телескопы сканируют кратеры, а политики спорят о колониях. Но Луна молчит. Она хранит свои секреты за 7 печатями. Почему две ее стороны так разные? Откуда вода? Что вызвало магнитные аномалии? Каждый ответ рождает десяток вопросов. Возможно, обратная сторона — это архив, где записана история Солнечной системы. Или зеркало, отражающее наши страхи перед неизведанным. А может, щит, скрывающий то, что мы не готовы узнать. Но одно ясно: Луна не собирается раскрывать карты просто так. Она ждет, когда мы станем мудрее, смелее или отчаяннее. Ведь ее тайны не просто научные головоломки. Это ключи к пониманию того, как рождались планеты, как распространяется жизнь и что ждет человечество среди звезд. Остается лишь спросить, готовы ли мы заплатить цену за эти знания? Или как дети у костра мы боимся заглянуть в темноту, где мерцают ответы. Луна не торопится, у нее в запасе вечность, а у нас время идет. А пока оно идет, у меня к вам вопрос. Хотите стать частью космических открытий? Если вы умело монтируете видео, озвучиваете тексты или пишете захватывающие сценарии, переходите в наш HR-бот по ссылке в описании. Вместе мы сможем расследовать еще много тайн,